This leader is provided to permit the projectionist to complete adjustment of focus, and sound level. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Евгений Бабанов, и это проект «Другой мир». Сегодня я по-настоящему столкнулся с необъяснимым, отправляясь в заброшенную усадьбу Утешения. У меня была цель провести там ночь и расставить по периметру дома камеры. Но вдруг мне в голову пришла идея провести ритуал призыва духов, который незадолго до этого нашел в интернете. Не знаю, работает ли он или это просто череда пугающих совпадений. Давайте разбираться. Ну что, дамы и господа, вот я и подхожу к усадьбе Утешения. Пока, на самом деле, я даже не знаю, заброшена она или не заброшена, охраняется. Сейчас мы это узнаем. Иду сейчас, и по двум сторонам от меня вот такой лес. Немножко жутковато, потому что такое ощущение, что где-то лают собаки, но на самом деле, скорее всего, это трется у меня, опять же, моя пенка со спальником. Во, вот я ее вижу. Знаете, на самом деле, вот я недавно посмотрел фильм о том, как тоже какой-то блогер пришел на заброшку, и там реально появился призрак. Не буду говорить, как он назывался, я уж не помню. Но фильм такой, типа слэшер. И сейчас вот у меня такие же ощущения, что я типа как такой наивный дурачок иду на заброшку снять контент. Хренака там ведьма живет. Или не знаю, какой-нибудь некромант. Опять же. Это что такое? Это она и есть? Это она и есть? Слушайте, походу это она и есть. Фу, блин! Я думал, ко мне пес какой-то бежит. Это тень. Слушайте, или нет? Или... вон она. А это что такое? Давайте посмотрим. Ну, это классические руины заброшенные. Какой-то, не знаю, может, домик прислуги был. Но это не главная усадьба. Фу, блин, ну сейчас тень меня испугала, капец. О, просто лютейшая жесть. Стрёмное место. Так. Ну, по всей видимости, главная усадьба, вот она дальше. Потому что вот следы туда ведут. Такое ощущение, что сегодня там кто-то был. О, нифига себе! Офигеть! Вот это да! Вот это да. Вот это я понимаю уровень. Так. Ну, по всей видимости, люди сюда пришли и ушли. Вот есть еще какие-то более старые следы. Я чуть-чуть прислушаюсь, потому что надо исключить любую, как сказать, эту возможность появления всяких людей
и тому подобных животных. Да, вот здесь кто-то прогуливался явно. Возможно, даже сегодня. А вот там чьи-то дачи находятся. Ну, игра света-тени сейчас просто поражает. Ой, блин. Скользко. Ну что, мы в доме. Фух. Офигеть, да, здесь, походу, делают реставрационная работа. Либо делали. О, нифига. Высоко, однако. Фух. Здесь хотя бы есть стекла. Смотрите, да, стены стали выравнивать. Ой, я не рискну сюда так. Даже проводка есть. Обалдеть. Ну, по всей видимости, как работы начались, так они и закончились. Так, вот к этой стене дома мы, наверное, не будем подходить в ближайшее время, светить по окнам. Потому что окна выходят на территорию, где находится чья-то дача. А может быть, даже этих людей, кому принадлежит. Сейчас это усадьба. Мы постараемся... Ну, в любом случае, я же тут ничего не нарушаю, типа там не порчу. Я просто хочу снять что-то паранормальное. Ну, как писали в интернете, то, что якобы тот, кто начинал реставрацию в этом доме, так, собственно, и закончил. Но это не удивительно, потому что денег надо сюда, конечно, вгрохать просто кучу. Так. Здесь, по-видимому, 3 этажа, да? Реставрационные работы явно здесь уже не ведутся, потому. Так, мне интересно, как попасть наверх. Какие-то звуки. Какие-то звуки, блин. Так, ладно, мы сейчас сюда поднимемся. Давайте посмотрим, что находится на нижнем этаже. Тихо. Слышали? Я сейчас не понял, откуда этот звук был. Встану вот так вот по направлению. Я сейчас наушники не одеваю, потому что что-то у меня, как в предыдущем вот ролике, у меня звук как-то очень сильно искажается. Я сейчас шел пока по лесу, еще съемку не начинал. Так, опять. Опять кто-то шевелится. Звуки просто лютейшие. Блин, сейчас какой-нибудь Рома был здесь в коридоре стоял, я бы вот ему бы я не удивился вообще, если честно. Рубильники. Ну, я думаю, свет мы не будем включать. О, еще! А, нет, смотрите, это просто какая-то... Тихо. Это просто какое-то отверстие там. Нифига, блин, вот это круто, конечно. Это прям пипец. Давайте посмотрим, что здесь лежит. Так, я в окно фонариком сильно не буду светить. Какие-то строительные материалы. Это что-то непонятное.
А, ну все, собственно, куда я шел-то. Блин, ну надо сказать, что здесь достаточно тепло. Благо здесь есть вот стекла. И в целом заброшка просто прикольная. А вдруг это призраки этого места поспособствовали тому, что вся восстановительная работа не увенчалась успехом. А, это вот другая комната, где был обрушенный пол. Да-да-да. Лестница. Ой, так, интересно, а как я смогу туда подняться? Точнее, как я могу потом оттуда спуститься? Надо было корректнее задавать вопрос. Так, задумка не удалась, я понял. Задумка не удалась. Ладно, сейчас вернемся прежним путем на верхний этаж. Что-то я сейчас пока не хочу особо скалолазанием заниматься. Так, ну подвальное помещение, кстати, прикольное. Это фронтальная часть дома. Тихо. Опять какие-то звуки. Мы вот в той стороне были или нет? Вроде нет, да? Ни хрена тут помещение. Отчаянный пакет. Так. Сколько песка в доме, как будто в пустыне. О, ведро. Давайте посмотрим, дверь открыта или нет. Может, через окно и не надо было идти. Не, ничего. У меня все глючит, как будто что-то где-то говорит. Тут капельки были. Ай. Еще ниже есть место. Еще ниже можно опуститься. Да вы гоните. А чё там? А там яма какая-то, смотрите. Там какая-то яма, стена осыпается камнями вниз. Ясно? Вот интересно, а зачем двери вот так замуровывают? Ну типа, блин, нафига? Не на первой заброшке уже такую тему вижу. Но, тем не менее, для чего-то это практикуется. Так. Блин, у меня этот спальник с пенкой, это... Вот они играют всегда злую шутку со звуками. Слушайте, пока я на самом деле вот ничего не ощущаю. Никаких призраков. Почему? Почему? Я не знаю. Так, сейчас у нас задача какая? Попасть на второй этаж. Стоп, а как мы сюда пришли? А, вот лестница, точно я вижу. Вот лестница. Сейчас нам надо как-то попасть туда. Как это сделать? Ну, вот может вот по этой штуке забраться? Или нет? Блин. Можно козла перетащить, который вот там стоял на первом этаже, ну, в подвале. Это же не совсем первый этаж, правильно? А это что такое? Опять звуки. Что это такое? Я не вижу. Это ледяная какая-то скульптура, что ли, там стоит?
Вот это да. Евгений, ну ты мастер залипать на какую-то непонятную штуку. Какую штуку? Так. Первый этаж и подвал мы обошли. Теперь надо подняться наверх. Давайте подниматься. А, не, я в принципе здесь смогу забраться сейчас. Уно момента. Мы поднялись. Блин. А мне сейчас еще и наушники никуда не убрать. Они у меня запрятаны. Как будто кто-то храпел. Так, ну надеюсь, она прочно стоит. Во всяком случае, я буду на это надеяться. И теперь будем идти аккуратно по направляющим. Потому что они здесь крайне неустойчивы. Да, ребят, если вы смотрите вот мой канал и любите тоже заброшки, вот, советую реально. Лучше не играть с судьбой. Еще наверх! Вы угораете? Там еще есть верхний этаж? Охренеть. Лучше не испытывайте судьбу. Не надо гулять по таким местам. Ну, хотя бы залезать вот так, как я это делаю. Сейчас у меня на самом деле даже, если я там, не знаю, обычно боюсь каких-то животных, диких или всяких непонятных людей, то в данном случае здесь просто все крайне неустойчивое. Хоть это и пыталось реставрироваться как-то, но тем не менее это не вызывает вообще никакого доверия в плане прочности. Ни хрена там просто. Это не дом, это какой-то, не знаю, клондайк ходов. Причем вот эти вот красные стены, такие балки, выглядят как будто в каком-то фильме, не знаю, японском хорроре. Сейчас там самурай какой-нибудь якудза на меня выпрыгнет оттуда и будет там эти харакири делать. Господи, куда я иду? Так, тихо. Тихо. Оба-на. 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 Что это было? Там что-то упало. Блин, я так еще встал с фонарями напротив стекла. Там на первом этаже реально что-то свалилось. Почему, когда я прихожу на заброшку, да на любую, вот даже на такую, что-то где-то упадет? Почему нельзя просто в тишине вот так побыть? Призраки, если вы здесь есть, чего вы буяните? Не буяните. Так. Ту часть здания мы тоже обошли. Все тихо. Сейчас стараемся пробраться аккуратно вот здесь, посмотреть, что у нас. Какая-то труба, по-видимому, да? Труба какая-то. Что это, ступеньки? Так, там окна. А, блин, вот я дурак. Это крыша. Это крыша, это чердак. Это вот такие типа там схема треугольная крыши. Ну, как это называется-то, блин? Короче, пятискатная, не знаю, шестискатная крыша. Тут, по-видимому, еще какая-то печка была, труба. По всей видимости, надо провести какой-то эксперимент. Я, короче, вспомнил сейчас. Кушать хочу. Блин, я не поел сегодня ничего. И с собой не взял. Вот это вот на самом деле моя тупость, то, что я с собой не беру никакую еду, меня бесит. В следующий раз надо себе, короче, организовать какой-нибудь перекус небольшой.
что раньше поначалу, когда я ездил по заброшкам, типа, я особо есть вообще никогда не хотел, потому что постоянно на стрессе. А сейчас, походу, уже свыкся с этой мыслью. И... стоп, куда я иду-то, куда я иду? Надо наверх попробовать как-то пролезть. Я не знаю как. Сейчас я придумаю. Вот, сейчас я начал уже пипец как кушать, короче, хотеть. Вот туда я хочу забраться. Но... в принципе, нормально. Только вот потолок вообще не вызывает доверия. Слушайте, да я не знаю, на самом-то деле, ну вот здесь, наверное, какой-то есть. Хотя, да не, он весь дырявый. Давайте так. Испытывать судьбу я не хочу и сейчас вот туда лезть, реально. Потому что если бы это было, ну, типа старинная усадьба с какими-то живыми перекрытиями, ну, относительно, хотя бы вот с такими балками, я бы туда залез. А сейчас здесь современный потолок сделан из металлоконструкции, скорее всего, из китайской, из какой-нибудь. И что-то вот ходить по ней я точно не хочу. Причем, может быть, вот здесь тоже такая же. А не бетон. Ну да, это же здесь все, вон. Это бутафория проклятая. А вон там кирпич. Сейчас у меня большой план поехать в Московскую область. Ну, не только в Московскую, там в Рязанскую, где есть много разных старинных усадеб. Вот, где можно реально наснимать прям годного контента в таких историчных местах, красивых. Но единственное, у меня сейчас пока нету ни бабок на это, ни времени. Опа-на! Слушайте, вот этот кирпич, походу, упал. Надо будет на записи посмотреть. Но мне кажется, его здесь не было. Как, кстати, я не заметил вот эту синюю штуку, которая упала в ролике, где я был... где я призывал полуночного человека. Я на самом деле в шоке. Потому что она тупо реально стояла, как бы, а я ходил вокруг нее, бегал несколько раз и не обратил внимания. Причем даже на монтаже я это не заметил. Ролик этот, кстати, можете посмотреть вот здесь где-то. Я его закреплю там сбоку. Полуночный человек, кстати, нормально, да, тема была. Такой чисто выскочил, уронил синюю тележку эту. Как она? Полка. Полка проклятая. И все, короче. Показал, кто здесь батя. Если здесь есть какой-нибудь дух, призрак, ответь мне что-нибудь. Здесь есть какой-нибудь призрак? Призрак, ответь мне что-нибудь. Получается, призраки не хотят с нами говорить. Тут произошел первый, назовем его, мистический момент. Во время записи ритуала камера перестала записывать картинку. Шла запись только звуковой дорожки. Странно? Абсолютно точно да. Но в противовес этому мы можем обратить внимание на то, когда я спускаюсь в подвал, у меня отключается фронтальная камера. На ней просто сел аккумулятор. Такое могло произойти с основной камерой. Казалось бы, очевидно. Но она все это время работала. И вот тот самый звук, который она записала. Так, начинаем ритуал призыва духов. Omnes spiritus vivi, malum et non malum, et vossem mem venunt. Tvimundo nostra manifestam epos tredecim minutas relinctum. Так, если честно, я не знаю, сработал ли ритуал, может, я что-то не так сказал. Ну, в общем, поживем, увидим, так сказать. Сейчас я пойду ставить камеры тогда и буду ложиться спать. Честно говоря, объяснения этому я пока не нашел, кроме как списать это на глюк техники.
Ну что, друзья мои, камеры все в доме установлены. Сейчас я буду готовиться ко сну. Ну, соответственно, 8 часов, даже без 28 мне надо вставать, потому что надо успеть приехать в город и сразу идти на работу. Я всегда люблю так подбирать вот дни, чтобы поехать именно вот перед работой, замотаться, не выспаться. Не, ну, как сказать, иногда на заброшке на самом деле нормально получается выспаться. Посмотрим, как пройдет эта ночь. Так, пока мистического я здесь абсолютно ничего не нашел, что-то падает, какие-то звуки, ну, звуки это в основном из-за меня. Вот, ну, ничего необычного нету. Стандартная заброшка. Посмотрим, что будет ночью. Перед тем, как лечь спать, в некоторых частях здания я установил камеры, на которые тоже попало нечто странное. Если исключить мистическое происхождение данного события, могу предположить, что в пакете запутался какой-то местный обитатель фауны. Самая банальная крыса. Но что, если ритуал призыва все-таки сработал? Господа, сейчас раннее утро, я поставил себе будильник на 7 часов, то бишь поспал я где-то 4 часа. Это жесть. Нет, одно хорошо, я хорошо поспал, безусловно, сон хороший. С другой же стороны, что я очень мало поспал, я бы поспал еще даже здесь, на заброшке. Блин, здесь реально очень тепло спать. Короче, надо ехать в город, что через буквально часа 4, где-то или 5, не знаю, через 5 часов, наверное, мне надо быть уже на рабочем месте. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца, надеюсь, он вам понравился. Не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. И до новых мистических встреч. Всем пока!